Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте узнаем, о чем нас хотят уведомить карты, что нам нужно услышать, какие события ожидают в эти 10 дней. И у нас сегодня две колоды. Первая колода — 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Какие ключи, каким образом. А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. А дополним наш прогноз на колоде Таро. Давайте перейдем к нашему прогнозу сразу же. И мы не задаем вопросов, достанем просто три карты, как потоковая информация, как знаки судьбы. Вот что же, по мнению карты, или чему же нужно уделить внимание? Какие знаки нам пытаются передать карты? Итак, что для вас, мои дорогие любимые девы? Первый знак судьбы, с чем вы можете столкнуться. Второй знак судьбы. Хочется перемешать. И третий знак судьбы, что нужно услышать. Что прояснится? Первая карта на колоде Таро. Какой вопрос, тема? В чем ваша сила? В чем вы наиболее ресурсны? Что вам будет лучше, проще, быстрее, может быть, удаваться? И кто или что появится неожиданно, я такое допускаю, потому что ретро-Меркурий, мои дорогие, ваша планета-управитель. До 10 августа она в обратном движении. И здесь, может быть, вообще там и другие транзиты для нас складывают где-то даже с конца июля возможность возвращения даже бывших. Это не обязательно будет тот человек, который вы будете, которого, точнее, вы будете рады видеть. Это может быть любой человек. И нам где-то планетарные транзиты напоминают, если прежде уже была какая-то проблема в отношениях, но вряд ли эта проблема сама по себе куда-то исчезла. Поэтому будьте внимательны, хотя я допускаю любые развития событий. И по сферам нашей жизни. Сфера достижений, дела, работа, бизнес, у кого-то документы, у кого-то и учеба, или дела домашние, почему нет. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Первый знак судьбы. Ключи вы сами подбираете. Дверей как будто закрытых-то и нет. Или ко всем вы можете подобрать ключи. Восьмерка жезлов часто, это, знаете, как карта скорости. Может быть, это вы услышите какую-то новость, может быть, и предложение. Или это ваш внутренний инсайт, когда такое тоже бывает. Озарение на нас доходит, что ух ты, надо вот сейчас именно действовать. А потом мы как будто потеряем время. И правда, по восьмерке жезлов, кую железо пока горячо. Не отложи что-то на потом, потому что именно теперь есть возможность, а завтра уже, ну, как поле какое-то, да, или пространство, реальность меняется, этой возможности может не быть. Но дипломатия, она вот именно в этой колоде очень хорошо представлена. Ключи. Вам просто нужно подобрать ключи. Для вас в принципе нет ничего невозможного, мои дорогие девы. Может быть, и придется какую-то спонтанную поездку совершить, не откладывая важный разговор или к получению, например, документа. Может быть, это и касается работы. Больше, конечно, жезлы — это дела, работы, бизнес, достижения и деньги, откуда они к нам приходят. Поэтому серия деловых вопросов вами может быть решена, и ключи вы найдете. По сути дела, это ваша сила в этом. Второй знак. Паж Пентаклей. По пажу Пентаклей, ну, как любой паж, мы чему-то учимся, особенно по Пентаклям, потому что это прилежные ученики. Это вы сами можете искать пути или подходы, как открыть эту дверь. Нам показан молодой человек, который, ну, какой-то замысловатый предмет держит за спиной. Поначалу кажется, что это как два кольца, переплетенные, но если повнимательнее присмотреться, это что-то непонятное. Вот есть какая-то, может быть, и путанная ситуация, которую вам нужно прояснить. Или когда вы сами решитесь на какой-то первый шаг, и это будет правильно, потому что тогда закончится ожидание.
Вы можете постучаться, нам ведь не говорят, что двери не откроют. Но мы тут, в принципе, готовы к любым вариантам развития событий по этой карте. Добрая карта, нам говорят, ты лучше пробуй. По крайней мере, так будет больше точности, ясности. И паш Пентаклей– это вот как раз об этом. Точность, ясность, детализация. Когда какой-то вопрос мы раскладываем на подпункты, и, может быть, по подпунктам идем. Мы хотим это продолжать или нет. Мы узнаем что-то через практику, чего бы тут ни касалось. А может быть, у кого-то конкретно обучение. Может быть, вы придете к выводу, что вам нужно получить дополнительно какой-то документ, как сертификат, у кого-то образование в плане языков, или это ваши навыки, как профессия, может быть, но это первые шаги. Вы тут с чем-то определяетесь, и именно это, нам обещают, будет служить для вас прогрессом по части заработков. Все-таки тема достижений и финансов. Ну, по крайней мере, две карты явно не на последнем месте. Может быть, это вы, знаете, как обстановка вокруг вас, когда вам приходится договариваться с разными людьми. Первая карта все же это подразумевает. И тогда вы, мои дорогие девы, так аккуратно будете искать подход к одному, второму, третьему. Такое тоже я предполагаю. Давайте третью карту откроем. Рыцарь жезлов. Это карта скорости. У вас вообще две карты скорости. Может быть, и придется что-то на ходу просчитывать, причем так, рационально. Все же паш Пентаклей– это про рационализм и какую-то конкретику. Когда мы, да, с одной стороны изучаем, но мы что-то еще и делаем сами. А по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. Карта добавляет скорости в том плане, что не отложи что-то на потом. Вот интересные у вас карты, мои дорогие девы. Вообще с ретро-меркурием, ну и иными планетарными транзитами, первая декада августа, она совсем не про ускорение, правда? Тут наоборот какая-то пауза, я бы сказала, может быть. Но может быть для вас, именно для вашего знака зодиака, пространство Вселенная складывает что-то в иной узор. Может быть, и это от вашего решения что-то зависит. Когда вы что-то обдумывали, а тут вы решитесь, пора. И, кстати, я такое могу допустить. Если это инициируете вы, то тогда вполне вероятно, вы можете больше внести ясности в свою жизнь, даже в те вопросы, которые были запутаны. Ну, к примеру, вы какой-то, допустим, вопрос по части даже работы. Да, вы ищете работу, я как пример приведу. Чтобы быть правильно поняты, вы ищете работу, вам кто-то что-то пообещал. И вот это обещание все, ну, как-то бесконечное уже. Вам это надоедает, вы уже делаете первые шаги. И именно через опыт вот этих первых шагов, когда вы сами что-то инициируете, приходит ясность. По крайней мере, даже, ну, допустим, вы ищете работу, пришли в одну организацию, говорите с одним там руководителем или проходите собеседование. И даже при всем при том, когда мы слышим «нет» или ну, какую-то для нас раскрывают не перспективную такую палитру, да, куда бы мы хотели попасть. Но тогда ведь это тоже точность, ясность. Мы понимаем, что, ага, вот этот вариант, вот он сейчас не жизнеспособный. И значит, мы не будем терять время, а мы переключимся на что-то другое. Вот что-то подобное через опыт. Если одно не откликается, окей, я попробую что-то другое. Все карты об этом. И это может проиграться ваши достижения, дела, работа, бизнес, документы, согласования, ну что угодно. Может быть, и встречи с какими-то важными людьми, чиновниками. И с ними нужно еще подумать, как составить эту беседу, как провести диалог, держать руку на пульсе и чувствовать этого собеседника, быть готовым к неожиданности. Мало ли что нам тут скажут, мы еще этого не знаем, правда? Но по рыцарю жезлов он все равно идет вперед. Для него вперед это лучше, чем стоячее болото. Вот что-то подобное, что прояснится. А вот какая-то запутанная ситуация, от которой вы устали. Или когда вам надоест, может быть, буквально какой-то гнет. Да, все же эта карта очень часто говорит о том, что мы долгое время выдерживали, может быть, из последних сил, или в чем-то мы участвовали. Да, десятка жезлов иной раз говорит о том, что у нас хватит еще сил продолжать в том же духе, но
А надо ли? Вот задать вопрос себе, а надо ли мне вот это продолжать? А мне от этого что? Радости больше, гармонии в душе, да, или эмпатии какой-то, неважно, что это. А вот есть какая-то история, которая, так и хочется сказать, до чертиков надоела. Ну, правда, по десятке вот жезлов. Вот представьте, мы тянем, здесь нам эта колода ведьмочек, и словно тянет наша ведьмочка вот эти метлы, и уже света белого не видит, и лицо у нее такое разочарованное, как будто сама себе говорит: "Я должна, я должна". А вот так, если задуматься, бросить эти метлы и подумать: а так ли уж я должна? А так ли мне это вообще нужно? Поразмыслить. А может, это нужно кому-то? И вот в первую очередь об этом карта. Что прояснится? Какая-то в затяжку тема, от которой вам хочется уже избавиться. В чем же ваша сила? Восьмерка, еще одна. Восьмерка – это наши очень грамотные движения. Причем или пусть это не буквально движение, это еще и решение. По восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому какая-то действительно затянувшаяся песня, она может закончиться последним куплетом, и на этом поставлена точка. Но восьмерка – это все-таки есть какая-то активность. Пусть это искусство где-то первых шагов, но таких неспешных, хотя по восьмерке жезлов это и скорость. Но, видимо, вам придется быстро анализировать обстановку, я так могу предположить. Может быть, быстро что-то просчитывать. Быстро это не значит, ну, вот так молниеносно, но абстрагироваться, к примеру, на 15 минут, ну, я как вариант, и обдумать тот или иной вопрос конкретно. Потому что вам необходимо принимать однозначное решение. Вот я не первая карта нам об этом говорит, мои дорогие. Или пробуя сначала одно, через вот эту пробу пера вы понимаете, ага, буду я это продолжать или а ну его, не хочу я это, мне оно вообще никаким образом и не улыбается, да и в душе не откликается. Вот по восьмерке кубков в чем ваша сила? Если в душе не откликается, надо сказать себе правду. Мне это не нравится. Мне надоела какая-то многозадачность. Мне надоело быть удобному. Все-таки девушка уходит налегке. Посмотрите. Я могу предположить, что вы какое-то такое однозначное решение примете. И она ведь не уходит в никуда. Она знает, куда она идет. Вот и вы будете знать, что для вас предпочтительно, и в этом ваша сила. А куда уж я точно больше не ходок. Кто или что появится неожиданно. Ух, это вы можете, кстати, вот такую силу, это вы, маги, можете прочувствовать в себе. И если вы долго сомневались, вот это может быть как стратегия, проб. Пусть даже где-то мы ошибаемся, но мы идем дальше. Но самое главное, заканчивается какое-то бесконечное ожидание, заканчивается какой-то спор или заканчивается какой-то стопор, наше участие в том, что мы все никак не могли на что-то решиться. Карта мага – это, конечно, манипулятор, есть такое, почему нет? Вы можете тоже, кстати, столкнуться с таким человеком, который тоже пытается вами, ну, как-то так проманипулировать. Вы ресурсный человек, а самое главное, мои дорогие девы, да вы надежные люди, очень надежные. Поручи что-то деве, и все, можешь забыть. Потому что тянете вы в одиночку. Такой не слабый груз, не случайно вот эта десятка жезлов. Может быть, вы даже уже привыкли какое-то время быть в этом напряжении. Но ведь по десятке жезлов у нас уже как будто и силы на исходе. Да, мы дотянем эти метлы, но себя это в ноль обесточим. Понимаете, вот этого быть не должно. И это в позиции, что прояснится. Тут именно надо что-то прояснять. А самого себя в тираж не выводить – это факт. И несмотря на то, что вам могут тоже, да, если вы сталкиваетесь неожиданно с такими людьми, которые пытаются на вас воздействовать, и причем так хитро, ведь по магу ведь это всегда воздействие такое аккуратное, когда мы думаем, это наше собственное решение. А если мы так подумаем, проанализируем и понимаем, а нет, тут не совсем наша, тут какая-то интересная такая конфигурация получается. Вот ваша задача, мои дорогие, как будто вы участвовали в одной игре, и это чужая была игра. А тут карта мага, а ты переиграй, дева, пусть это игра.
твоя будет. И у тебя для этого более чем достаточно и сил, и энергии, и мудрости. Ну, может быть, и хитрости тоже, потому что, а по-другому тут может быть самая разная ситуация. Ключи, да, не случайно. Ключи нужно подбирать. Никто не знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость. Ну, это я так, экспромтом. Ну, правда, я вот так размышляла. Нет четкой грани. Или мы в нашей жизни, так часто бывает, но где-то компромисс. Вот компромисс это по части мага. Либо мы этот компромисс как-то выкладываем, да, или траекторию ему задаем, или нам зададут. Поэтому нет, лучше вам задавать. Вы правда, у вас ресурсный период. Да и что бы тут ни появилось. Хотя, может быть, я такое допускаю. Тут может быть какой-то альтернативный вариант решения вашего вопроса. И вы можете, мои дорогие девы, на что-то согласиться и при этом словно обозначить для себя рамки, что да, вот сейчас у меня такая ситуация, что, ну, тут я не могу совершить какие-то маневры. Но тогда вы будете, знаете, вот так прицеливаясь, ждать удобного момента для того, чтобы эту историю переиграть по-своему. Холодная голова вам помогает. А еще практика, вот как по магу. Сфера ваших достижений. А вы уже смотрите вперед. Просто, видимо, на данном этапе жизни 10 дней не такой большой период. Мы ведь по тройке жезлов всегда анализируем, все ли мы с собой взяли перед тем, как пойти в будущее. Или все ли мы там дела привели в баланс, чтобы нам потом не прилетела какая-то обратка из прошлого. Но вы уже смотрите вперед. И для вас ведь вторая половина года – это ресурсное время. Это время, когда, как ваш выход на авансцену, самое время перестать до бесконечности участвовать в чьей-то игре. И пусть вы будете выходить из нее вот так вот красиво, элегантно, может быть и хитро, мудро. У каждого своя ситуация, но это сделать совершенно необходимо, потому что на ваши достижения, и неважно чего касается, документов, учебы, работы, вашего бизнеса или, может быть, первых шагов в направлении к личному делу, тут никак нельзя себя поставить на второе место или в состояние быть удобным кому-нибудь. Что же тут финансы, умеренность? Ну, не время тратить деньги, старший аркан. И по умеренности они нам как будто помогут потом. Сам по себе период, вот посмотрите, по деньгам не говорит о том, что приходят деньги. Поэтому, ну, по умеренности, так, ведьмочка держит баланс на одной ноге, баланс все-таки держать нужно. Но она хитро улыбается. Значит, заначка какая-то вам будет буквально помогать, потому что, может быть, совсем скоро наступит то время, когда вы сами себе скажете спасибо, что вы эти деньги или какую-то сумму потратите на что-то. Но пока, знаете, даже когда выпадает десятка жезлов, нас могут уговорить на какую-то трату. А карта нам об этом не говорит. Карта даже не говорит о каких-то инвестициях. Даже, я бы сказала, в самого себя. Здесь может быть в самого себя, но в каком-то бесплатном формате. Это будет со знаком плюс. Просчитать, может быть, не вот в первую декаду, а может быть, это будет вторая, третья декада августа. Но вот пока не торопись, буквально достать из кармана деньги и кому-то сказать «на». Или кому-то одолжить, например. Почему нет? Карта мага. Ну, манипулировать нужно. Но точно так же манипулировать и деньгами, вашим доходом. Не все пока однозначно. Любовь и личная жизнь. Победа. Ваши победы они будут, я говорила. Пусть это на личную жизнь, но тут и на личную жизнь. Может быть, кому-то нужно провести важные согласования, пройтись по чиновникам и самая разная палитра действий ваших, да, у кого-то могут быть вопросы недвижимости, вопросы, связанные с поездкой, с переездом, с перемещением. Ну, тут все что угодно может быть. Но пока как будто еще это в будущем. Может быть, и сейчас уже есть какие-то договоренности. Тогда карта будет говорить, твоя задача удерживать. Ну, тут не совсем рывкообразно как-то вы вот в эти 10 дней словно запрыгиваете вот в это будущее. Все же есть еще те вопросы, которые нужно подвести к знаменателю. Вообще интересная энергия. С одной стороны, нам по рыцарю жезлов сказали, будь готов к неожиданностям, будь готов к скорости.
Хотя я говорила, планетарные транзиты, ну, ни разу не про скорость. И вот где-то, может быть, по части финансов тут не нужно это вот торопиться, себя тормошить. А если есть какой-то план, мои дорогие, детализируйте, просчитайте какой-то страховочный вариант, если на предмет что-то пошло не так, что я буду делать. Вот это будет все во благо, потому что вам сейчас свои позиции нужно удерживать. А еще впереди вас ждут какие-то победы, маг и шестерка жезлов. Но и баланс-то тоже нужно держать. Хотя я должна сказать, есть ли для кого-то из вас необходимость сделать важные проплаты или решить тот или иной вопрос, тогда на любовь, на личную жизнь, может быть, как помощь близкого человека, помощь друзей, вот она какая-то может прийти. Но шестерка жезлов нам все-таки еще говорит и о том, что ну сам ты не оплошай и держи все под контролем. С чем-то нельзя просчитаться. А если просчитались, то ретироваться надо как-то быстро и красиво. Может быть и так, кстати. Как будто выйти из какой-то зоны ограничений или из какой-то многозадачности. А может быть даже вот тот вопрос или проблема, который вот в будущее вы видите как квантовый скачок, прыжок, и не может быть вами совершен именно потому, что сейчас вы чувствуете себя обязанность или обязанностей каких-то много, или буквально какие-то документы как обязательства. И вам действительно перед тем, как мы шагнем в будущее, нужно навести вот в этом во всем своеобразный порядок. В любом случае, на достижение вы останетесь довольны, даже если энергии такие немножко разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, пишите свои искренние комментарии и свои жизненные ситуации. Я ведь не вижу, когда раскладываю карты, что там у каждого. Поэтому мне это важно, вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.